Я приветствую всех любителей печей каминов на своем канале. Друзья, еще одно видео о моей печке. Скорее всего, это видео будет заключительным, потому что нашел я наконец-таки оптимальную конструкцию для печи. Как вы видите, она немножко у нас подверглась переделкам. Сейчас она на вот такой интересной подставке стоит. Стеклышко, как вы заметили, уже поменялось. Было оно у нас квадратное, с духовки. Но, как выяснилось, они долго не живут. Примерно 2-3 топки хороших, на хороших дровах сухих, там какие-нибудь дрова, если будет, у вас там береза или дуб, которые дают очень хорошую температуру. Стекло не выдерживает, оно просто лопается и рассыпается. На таком стекле, как сейчас стоит, это тарелочка для микроволновой печи. Печь уже месяц примерно работает. При всех этих изменениях смотрите дальше это видео. А те, кто не смотрел предыдущие ролики о том, как я делал эту печь, обязательно посмотрите. Я думаю, будет интересно. Почерпнете, может, какую-то для себя важную информацию. В общем, приятного просмотра. Так, друзья, какие же у меня претензии к этой печи? Как вы видите, у меня сейчас вместо стекла тупо кусок железа. Все это потому, что 2 стекла я уже выкинул. Они просто тупо треснули. Я думаю, что это из-за того, что у меня конструкция печи немножко неправильная. У меня вот эта перегородка, которая отделяет топку от камеры дожига, от задней стенки примерно вот до сюда доходит. То есть отработанные газы из топки, проходя мимо стекла, нагревают его до такой степени, что он просто не выдерживает этой температуры. Я хочу сейчас, значит, мы ее немножко срежем оттуда, вскроем вот эту верхнюю часть и доработаем, как вот во второй печи, которую я делал, сделаем 2 перегородки. Одна перегородка будет идти отсюда, прям от верха двери нашей и где-то примерно вот до сюда. А вторая перегородка от той стенки и где-то до сюда, чтобы у нас такой зигзаг был в дымоходе в нашем. И я думаю, скорее всего, что проблема должна уйти. А там посмотрим. И заодно пересмотрим подачу первичного и вторичного воздуха. Потому что изначально, друзья, я неправильно сделал, что выбрал профиль 40×20. Все-таки сечение этого профиля оказалось мало для того, чтобы подводить правильно воздух. Если вы соберетесь делать по моей методике печь, то берите минимум профиль, наверное, 30×60. Это будет самый оптимальный, мне кажется, вариант для того, чтобы делать прям внутри этих стенок, делать какие-то каналы для подвода воздуха. Так, друзья, вскрытие произошло. Вот вы видите, какая конструкция до этого времени была. Я изначально неправильно сделал, что сделал топку слишком низкой. Вот эта перегородка, видите, ограничивает топочное пространство. Очень сильно. Можно было бы и выше сделать. Вторичный воздух. Подача выполнена сейчас таким образом. В общем, все будем переделывать. Сейчас аккуратненько срежем вот эту полку. И дальше я покажу, какие у меня планы будут на эту печь. Так, друзья, для тех, кто не смотрел видео по созданию печи, вкратце расскажу, как тут устроено, потому что иначе вы не поймете. Значит, смотрите, забор воздуха у меня первичный и вторичный, и забор воздуха на шторку обдува стекла выполнен таким образом. Видите, профиль 40×20, здесь имеются отверстия, внутри регулировочный такой шибер. Воздух засасывается через эти отверстия, проходит вверх, здесь заходит в перфорированную трубку и подается на обдув стекла. Похожим образом устроены вторичный и первичный воздух. Вот забор вторичного воздуха, вот забор первичного. Вот сюда воздух засасывается, проходит по профилю, далее внутри проходит вдоль стенки и сзади, видите, из отверстий в профиле попадает в топочное пространство. Вторичный воздух также здесь засасывается, проходит по профилю внутренней стенки, который приварен, поднимается вверх, и из него
под перегородкой выходил вторичный воздух. Все это бы, друзья, работало отлично, если бы не одно обстоятельство. Профиль 40×20, просто он по своему сечению не способен передать такое количество воздуха, которое надо. Был бы профиль 60×30, вопросов вообще никаких не было, печь работала бы идеально. Но тут явно было, что ему не хватает воздуха, печь душилась. Дрова до конца не догорали, бывало так, печь тухла просто из-за того, что не хватает кислорода, она задыхается. Так, друзья, как мы будем решать эту проблему? Как я думаю, что я решу эту проблему? Значит, для вторичного воздуха я насверлил в каждом профиле на задней стенке по одному отверстию на 5, где-то на уровне порядка 25, наверное, 30 сантиметров от дна печи. На боковых стенках здесь будет между перегородками. Ну, видите, я 5 штук насверлил. Не знаю, попробую. Нужны они там будут или нет, это время покажет. Для первичного воздуха вот в этом профиле, который подавал первичный воздух, я насверлил также вовнутрь этого профиля, вот этого задней стенки, еще по одному отверстию сделал. Тем самым у нас недостаток воздуха в профиле будет просто компенсироваться тем, что из каждого профиля через отверстие 5 мм будет подаваться дополнительная порция воздуха, которая будет выходить уже через вот эти отверстия вовнутрь топочного пространства. Ну а недостаток воздуха на шторке будет компенсировать вот эти отверстия с каждой стороны. Я просверлил, видите, сквозное отверстие с этой стороны и с этой стороны. У нас будет воздух засасываться без всяких регулировок здесь. Вот это будет все отключено, оно не будет работать просто потому, что будет напрямую поддаваться воздух с обоих сторон. Я думаю, должно его будет хватать. Так, ну естественно переделаем и перегородки, как я сказал. Значит, одна перегородка будет у нас идти от передней стенки почти до задней. Будет зазор здесь где-то сантиметров 6, наверное. Вот. Вторая где-то 4 сантиметра от нее отступим мы зазор. Ну и тут до верхней стенки тоже, наверное, будет сантиметров 5. Значит, в чем смысл будет, друзья? Значит, в топочном пространстве у нас будет сгорать наше топливо, дрова там или, ну, что хотите, что у вас там, уголь, брикеты, там, я не знаю. Вот. Первичный воздух будет подаваться для поддержания горения очага. Здесь вторичный воздух будет зажигать пиролизные газы, которые будут создаваться при горении. И здесь уже вот этот вторичный воздух будет уже дожигать эти газы. Ну, посмотрим, как это на практике. В теории это выглядит так. Сейчас берем сварочку. Не буду я показывать свои сварочные способности. В общем, посмотрим уже на окончательный результат. Ну, а для тех, кто любит писать комментарии, типа там какие размеры, скажу, значит, 40. По внутреннему 47. И высота 50. Вот. Дальше, друзья, полная импровизация. Не надо там задалбывать такими комментариями, там, выложи чертежи. Никаких чертежей я делать не буду. Вот, взяли, я вам показываю саму идею. Взяли, посидели, подумали, начертили, нарисовали, померяли, сделали. Все. Сложного здесь ничего нет абсолютно, друзья. Посидеть и подумать своей головой, я думаю, никому не повредит. Так, вот что случается со стеклом от духовки. Оно просто не выдерживает температур. Стоило хорошо растопить печь, сухие дрова нормальные кинуть, хорошую заправку осуществить, как стекло разлетелось в клочья. Просто. На него ничего не воздействовало, ничего не падало, ничего не ударялось. Оно просто от воздействия температуры не выдерживает, видимо, внутренних вот этих напряжений и просто разлетается на мелкие кусочки само по себе. Так что я был неправ. Можете даже не пытаться что-то сделать. У меня сейчас конструкция печи сделана таким образом, что весь жар, по идее, затягивает назад, но все равно от самого пламени такой, видимо,
жар идет, что стекло все равно перегревается. Оно может выдержать температуру где-то 300 градусов. Неделю где-то я эту печь топил сырыми дровами. Вот такими вот. Сегодня я съездил за нормальным сушняком. Затопил печь на этом сушняке. И вот вам результат. Сразу же разлетелось стекло. Так что, если хотите себе камин, лучше покупайте где-нибудь стекла, которые предназначены для этого. С духовки стекло не подходит. Короче, друзья, прикол такой. Было у меня две вот таких вот посудинки для микроволновой печи. Увидел я где-то в интернете, что можно поставить на дверцу, ну, сделать стекло из такого материала. Я думаю, дай проверю. Положил прям в очаг такую тарелку. Смотрите, что с ней произошло. Но радует то, друзья, что она, видите, она даже форму углей приняла такая. Радует то, что она не лопнула, что она не треснула. И хотя вот в одном месте, наверное, треснула. Но это, наверное, я не знаю, температура плавления какая у нее должна быть там. Но она не разлетелась. Поэтому я думаю, что стоит попробовать сделать дверцу. Ну, врежем тупо сюда в металл. В принципе, нам что, треснет, выкинем, да. Заварим таким же листовым металлом, да и все. Ну, я думаю, стоит попробовать. Короче, план такой. Сейчас в двери размечаем отверстие под эту крышку, чтобы она выпуклой частью наружу торчала. Вырезаем. И затем вот с помощью таких скоб зафиксируем вот так вот с 4 сторон. И я думаю, никуда оно не денется, в принципе. Замерили диаметр, штангелем прям очертили такой кружочек. Сейчас выпиляем, и будет у нас посадочное место. Вот такой у нас получился иллюминатор, друзья, через который видно, как работает дожик. Да, вот, смотрите, трубка вторичного воздуха, из нее прям идет пламя. И сзади на стенке тоже вот здесь вот можете наблюдать, язычки пламени вырываются из стенки. Заметно вам, да? Так что, в принципе, доработки наши верны. В общем, печь стала выглядеть немножко интересней. Конечно, еще интереснее было бы, если бы стекло вот это от духовки выдержало бы. И была бы вся дверь стеклянная. Ну, в принципе, и так прикольно, да? Не знаю, может, со временем закажу я стекло себе, хорошее, огнеупорное. Ну, пока пускай постоит так. Так, друзья, мой расчет по переделкам по всем оказался верным. Смотрите, какое прекрасное вторичное горение. Можно видеть, да? Смотрите, как из трубочек, вернее, из отверстий трубки верхней вырываются язычки пламени. Это вот кислород воздуха смешивается с угарным газом и воспламеняется. Вот это и есть вторичное горение. Поэтому, друзья, у таких печей абсолютно не бывает дыма. Ну, бывает в период там розжига. Вот сейчас, смотрите, вот это полено лежит, оно сырое. Я его специально засунул, чтобы оно просохло и сгорело. И, как вы знаете, от сырых дров очень много дыма. Ну, как вы заметили, дыма абсолютно нет. Вот так у нас печь выглядит в новом варианте с такой дверцей. Дверца получилась как иллюминатор. Ну, в принципе, прикольно. Маловато, конечно, для обзора стеклышко это. Ну, в принципе, можно подобрать посудину какую-нибудь. Ну, если ее купить, конечно, можно и прямоугольную. Сейчас выбора много. Вот, ну, мне покупать не надо было. У меня тарелка это где-то валялась. Поставил то, что было.
вы смотрите сами. В принципе, вот уже я больше недели, ну, раз 7, наверное, точно я протопил. И специально укладывал дрова так, чтобы они горели прям непосредственно возле стеклышка. Видите, оно подзакопченное такое, но не лопнуло, ничего с ним не случилось. В принципе, эта идея имеет право на существование. Ну, не знаю. Если посмотрите этому ролику, будет там больше года, например, задайте вопрос в комментариях, цело ли стеклышко, я обязательно отвечу. Так, ну и в качестве бонуса, друзья, посмотрите, как можно организовать место для хранения дров. Вот я сварил такой шкафчик, тупо из профиля, который валялся у меня в гараже, остатки там от разных поделок. Сделал 2 отсека. Один отсек под дрова общего назначения и второй отсек под какие-нибудь фруктовые там для шашлычка. Кстати, можно прям в самом мангале. Вот сейчас, видите, без стекла. Посмотрите, если вытяжка хорошая у вас, если дымоход правильно сделан. Видите, у меня сейчас вот стенки вот этой вообще нету, стекло выпало. И видите, сюда ничего не коптит, все уходит туда. Поэтому можно будет, когда прогорит костер, я думаю, можно будет приспособить прям там какую-нибудь организовать. Там на заднем плане рейку какую-то с прорезями. И здесь спереди, чтобы можно было ставить шампура и жарить прям не выходя на улицу в мороз. Прям в помещении можно будет лакомиться шашлычком. Кстати, друзья, после установки дефлектора Цаги на дымоход, видео о котором есть на канале у меня, если хотите, найдите. Вытяжка стала такой бешеной, что можно, в принципе, жарить мясо прямо в гараже, не выходя на улицу. Вот видите, я открыл дверь. Сюда абсолютно ничего не дымит. Поэтому, если у кого-то есть такая проблема, труба у меня всего лишь 4 метра высотой. И очень прекрасная вытяжка. Так, это у нас место для дров, которые непосредственно идут уже в топку. Ну а для хранения полен, которые необходимо еще там под топор пустить, можно, смотрите, что сделать. Вот тупо на кусках арматуры наварен 2-метровый профиль с одной стороны и с другой стороны. От стены примерно сантиметров где-то 30 он находится. И между ними укладываете полено. Ну, хотите, делайте расстояние между вот этими штангами больше, меньше. Вот у меня в данный момент где-то 2 метра. В принципе, видите, запас такой где-то на месяц здесь поместится.